Всем привет! Вы на канале Нитка KZ, меня зовут Жанара. На этом видеомастер-классе мы будем с вами вязать сумочку с узором шишечки, и сумочка будет связана у нас из плюшевой пряжи. Также для вязания этой сумки можно использовать любую другую пряжу, например шнур или тонкую трикотажную пряжу, и вообще любую пряжу в несколько сложений. По размеру сумка получается высотой 25 см, шириной 30 см. По всему периметру сумки мы будем вязать узор шишечки и даже на ручке сумки. Если вы еще не подписаны на мой канал, подписывайтесь. Пишите комментарии, что вы хотите еще связать вместе со мной, а я желаю вам приятного вязания. Материалы для вязания сумочки. Пряжа Alize Velluto, плюшевая пряжа, 4 мотка. В каждом мотке 100 грамм, 68 метров. Также вы можете использовать любую другую пряжу, подходящую по толщине. Можно даже взять обычную хлопковую или акриловую пряжу и сделать несколько сложений, чтобы приблизительно у нас была такая же толщина нитки. Крючок номер 4. Застежка, магнитная кнопка. У меня это цвет белый никель. Диаметр кнопки 18 мм. Для декорирования я взяла 2 обычные бусинки такого же цвета, как пряжа. И для пришивания магнитной кнопки я использовала прозрачную мононить. И также мне понадобится несколько маркеров. Начинаем вязание. Набираем цепочку 18 воздушных петель. Закончили, набрали цепочку 18 петель, вяжем первый ряд, первую петлю пропускаем, в следующую петлю вводим крючок и провязываем столбик без накида. И так продолжаем вязать до конца ряда, всего 17 столбиков без накида. Заканчиваем первый ряд, связали 17 петель. В конце каждого ряда делаем воздушную петельку для подъема следующего ряда. Вяжем второй ряд. В первую петлю делаем прибавку. Вяжем 2 столбика без накида в одно основание. 1, 2. Теперь вяжем узор. В следующую петлю провязываем 3 столбика с накидом, но не до конца. Наверху петли оставляем открытыми. Итого у нас на крючке образуется 4 петли. Теперь через все 4 петли провязываем одну петельку. И вот такая у нас получается шишечка. В следующую петлю провязываем столбик без накида. Вот у нас получился первый узор шишечка. Теперь снова вяжем 3 столбика с накидом в следующую петлю. 1, 2, 3. На крючке 4 петли и провязываем одну петлю через все 4, затем 1 столбик без накида. И так продолжаем вязать узор в третий раз. Связали третью шишечку, теперь 1 столбик без накида. И так далее. Продолжаем, чередуем 1 узор шишечки и 1 столбик без накида.
Заканчиваем первый ряд, в последнюю петлю провязываем 2 столбика без накида в одно основание. 1, 2. Не забываем воздушная петля, переворачиваем. Итак, у нас получилось 8 шишечек и 19 петель. Вяжем третий ряд, в первую петлю делаем прибавку, вяжем 2 столбика без накида в одно основание. 1, 2. Затем продолжаем, вяжем столбиками без накидов, без прибавок и вяжем еще 17 петель. Заканчиваем третий ряд и провязываем в последнюю петлю 2 столбика без накида в одно основание. Итого у нас 21 петля. Вяжем четвертый ряд. В первую петлю делаем прибавку 2 столбика без накида в одно основание. Далее вяжем узор шишечки. 3 столбика с накидом в одно основание. И через 4 петли провязываем одну петельку. Затем 1 столбик без накида в следующую петлю. Обратите внимание, что это у нас новая шишечка. Теперь все остальные будут идти над предыдущими. Далее мы опять вяжем узор шишечки. 3 столбика с накидом в одно основание. И затем 1 столбик без накида. И уже здесь у нас узоры будут идти друг над другом. Итак, мы с вами продолжаем вязать до конца ряда узор шишечки. Чередуем его через 1 столбик без накида. Заканчиваем. Вот здесь у нас осталось 2 петли. Здесь мы связали с вами 9 шишечек. И вот сюда последнюю, 10-ю будем сейчас вязать. Здесь у нас уже есть столбик без накида. В предпоследнюю петлю мы вяжем узор шишечки. И затем в последнюю петлю делаем прибавку 2 столбика без накида в одно основание. Итак, у нас теперь 10 шишечек и 23 петли. Вяжем пятый ряд. В первую петлю делаем прибавку 2 столбика без накида в одно основание. Затем 19 столбиков без накида, без прибавок. Последняя петля в этом ряду, провязываем прибавку 2 столбика без накида в одно основание. Итого у нас получается 25 петель. И далее мы вяжем уже 6-й ряд без прибавок. В первую петельку провязываем столбик без накида, затем в следующую петлю мы вяжем узор шишечки. Далее столбик без накида и опять узор шишечки. Обратите внимание, что у нас опять это новая шишечка, и остальные уже пойдут над шишечками из предыдущего ряда. И далее мы продолжаем вязать, чередуем 1 узор шишечки и 1 столбик без накида. И так вяжем до конца ряда. Заканчиваем этот ряд. Здесь у меня получился обрыв нити, поэтому здесь у меня кончики нити связаны. Заодно я покажу, как соединять кончики нитей. Итак, нам осталось связать последнюю шишечку, это 12-я. Здесь у нас уже есть столбик без накида и оставшиеся 2 петли. Мы провязываем последнюю 12-ю шишечку и 1 столбик без накида. Здесь уже никаких прибавок мы не делаем. Итого у нас получается
12 шишечек и всего 25 петель. Далее мы вяжем 7 ряд, вяжем опять же его без прибавок, провязываем просто 25 столбиков без накида. И здесь еще я хотела вам показать, как я прячу кончик нити. В этом ряду очень удобно это делать. Можно просто приложить нитку над крючком и провязать ее внутри петель. Итак, заканчиваем 7 ряд. Прибавки мы не делаем. Провязали 25 столбиков без накида. 8 ряд у нас вяжется точно так же, как 6 ряд, без прибавок. Вначале 1 столбик без накида и затем узор шишечка. Затем столбик без накида и опять узор шишечка. Здесь у нас уже все шишечки находятся друг над другом, новых у нас нет, только 12. Затем опять столбик без накида и так далее. Продолжаем вязать узор, чередуем его, одна шишечка, один столбик без накида. Далее мы с вами вяжем самостоятельно. Давайте посмотрим. В каждом ряду у нас должно быть по 12 шишечек, и мы чередуем один ряд с шишечками, один ряд просто столбики без накида, 25 петель. И так мы вяжем до высоты 19 рядов. Давайте посчитаем. 19 рядов, и у нас должно быть всего 9 шишечек в высоту. Ширина 22 сантиметра, высота 21 сантиметр. Далее мы вяжем боковину сумки, провязываем цепочку 8 воздушных петель. Вяжем первый ряд, первую петлю пропускаем, в следующую столбик без накида и так далее. До конца ряда 7 столбиков без накида. В конце каждого ряда делаем воздушную петлю, и здесь мы можем поднять кончик нити и спрятать его внутри петелек следующего ряда. Вяжем второй ряд. В первую петлю провязываем столбик без накида и далее узор шишечка. 3 столбика с накидом в одно основание. На крючке 4 петли. Через 4 петли провязываем одну и затем в следующую петлю столбик без накида. Далее второй узор шишечки. Затем один столбик без накида. Далее третья шишечка. И в конце ряда тоже один столбик без накида. Итого мы связали 3 шишечки и 7 петель. Третий ряд вяжем 7 столбиков без накида. В четвертом ряду мы также чередуем один столбик без накида, узор шишечка, один столбик без накида и так далее. Вяжем узор шишечки 3 раза.
Далее продолжаем вязать самостоятельно. По 7 петель в каждом ряду, провязываем 99 рядов, и всего должно получиться 49 узоров шишечки в высоту. Закончили, связали 99 рядов. Вот такая длинная деталь у нас получается. И мы заканчиваем этот ряд там, где мы вяжем с вами только столбики без накида, не узор. Теперь нам нужно закрыть этот круг. Для этого мы прикладываем две стороны боковой детали сумки друг к другу и аккуратно провязываем столбиками без накида. Вводим крючок со стороны одного края детали, вытягиваем петлю на эту сторону и делаем воздушную петельку. Далее вводим крючок опять в эту же петлю и провязываем столбик без накида. И так продолжаем вязать столбиками без накида. Провязываем всего 7 петель до конца ряда. Закончили. В конце делаем одну воздушную петельку, отрезаем кончик нити и давайте спрячем кончик нити внутри петель последнего ряда. Итак, вот такая деталь у нас получилась. Это будет у нас боковая сторона сумки, донышко и ручка. Теперь давайте посмотрим на нашу основную деталь, посчитаем. Вот здесь с левой стороны по стенке мы считаем 9 шишечек. Затем переходим на донышко. И здесь мы начинаем опять считать вот с этой первой шишечки, вот этой. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Здесь у нас 8 узоров. Теперь по этой стороне опять мы начинаем считать с угловой шишечки и должно получиться 9 узоров. Итого получается 26 шишечек по краю. Давайте теперь мы отметим на нашей длинной детали тоже 26 петель. Маркерами отмечаем от начала, от линии шва 9 шишечек. Это у нас будет одна сторона сумки. Затем 8 шишечек, это донышко, и еще 9 шишечек, это другая сторона. Привязываем детали по изнаночной стороне. Открытую петлю продеваем, делаем воздушную петельку. И затем продеваем крючок через обе детали. Здесь нам нужно вводить крючок следующим образом. Вначале мы вкалываем крючок по краю, посередине шишечек. И вяжем столбиками без накида. Затем в пространство между шишечками. Вводим крючок через обе детали и вяжем столбик без накида. Далее опять вводим крючок посередине и затем опять в пространство между шишечками. И так продолжаем вязать, и так мы соединяем с вами по краю все 9 узоров.
Обратите внимание, что узоры располагаются симметрично друг напротив друга, как бы продолжая друг друга. Далее вяжем самостоятельно. Провязали этот участок до маркера, соединили одну стенку сумки 9 узоров шишечки. Переходим на сторону донышка. Маркер можно не убирать. Мы его потом уберем. Опять же вводим крючок посередине, напротив каждой шишечки. Провязываем столбик без накида и затем в петли, которые находятся между шишечками. И тоже вяжем столбики без накида. И так продолжаем соединять. Нам нужно соединить на участке 8 узоров шишечки по донышку. Закончили. Вот мы с вами соединили 8 узоров. И остается еще одна сторона сумки. Здесь у нас 9 узоров. Закончили, пришили вторую сторону сумки. Теперь кончик нити отрезаем и аккуратно прячем. Теперь вяжем вторую половинку сумки и ее тоже будем пришивать. Давайте отметим здесь тоже 9, 8 и 9 петель. И точно так же пришьем вторую половинку сумки. Здесь отличие в том, что мы начинаем пришивать вот со стороны шва, с другой стороны. И когда мы пришьем, мы окажемся на внутренней стороне сумки, нам нужно будет ее вывернуть. Готово. Теперь, чтобы легче было застегивать сумку и просто для красоты, я решила пришить сюда бусинки. Здесь у нас 12 шишечек, поэтому я отсчитываю ровно 6, нахожу середину и продеваю через бусинки ниточки, концы ниток продеваю вовнутрь сумки, изнутри завязываю и прячу кончики внутри петель. Далее пришиваем магнитную кнопку. Кнопочку я буду пришивать прозрачной мононитью. Это такая тонкая леска. Продается точно так же, как и любые швейные нитки в швейных отделах. И обычная иголка тонкая. Делаю двойную ниточку. Кнопочку прикладываю вот таким образом, чтобы петельки смотрели наверх, вниз и влево-вправо. И по 2-3 стежка на каждое отверстие пришиваю кнопочку как раз позади, с внутренней стороны, где у меня стоит бусинка. Закончила, пришила кнопочку. И на этом наш мастер-класс по вязанию плюшевой сумочки заканчивается. Для вязания сумочки у меня ушло чуть меньше 4 моточков пряжи. Сумочка мягкая, но при этом держит форму и не растягивается. Давайте измерим
По размеру наша сумка получилась шириной 30 сантиметров и высота примерно 25 сантиметров. У меня ушло чуть меньше 4 моточков. Вообще я брала упаковку 5 мотков. Как видите, вот 5-й моток не пригодился. И я желаю вам приятного вязания. Отмечайте меня на ваших работах в Инстаграме. Всего хорошего и до новых встреч!